Привет, друзья, привет, любители гонок, добро пожаловать в Дипломат F1 Championship. Мы продолжаем, на очереди очередной этап, это Гран-при Франции, уже четвертый по счету. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить таблицу, которая выглядит следующим образом. Нику занимает первую позицию, у него 56 очков, Алвиш занимает вторую, у него 50, Накори третью, у него 34, Авек четвертую 26, далее Ошкар 16, Старгеш 15, Матадор Тибаду 4, ну и остальные ребята, которые не смогли принять, они, соответственно, по нулям. Вот такая таблица, довольно близко находится Алвеш к Нику, у него совсем небольшая разница, 6 очков, на Коре чуть позади, но неизвестно, что произойдет. Эта трасса скорее больше подходит для Макларена, потому что здесь много прямых. Мотор Мерседес очень и очень хорошо работает на, соответственно, таких участках, потому что имеет очень большую мощность. Наверное, порядка 15 лошадиных сил имеет в запасе, в отличие от мотора Феррари, если мы говорим про Нику. Но будет интересно посмотреть, потому что это будет настоящая борьба, никак иначе. Я добавил плюс 2 гонки к чемпионату. После Австрии мы поедем в Сингапур, а после Сингапура поедем на финальный этап Абу-Даби. Где же еще проводить самые драматичные гонки сезона только в Абу-Даби, потому что мы прекрасно помним, что происходило в прошлом году в реальной жизни между Льюисом и Максом. Вполне возможно, что-то будет похожее между Нику и Алвешем, или Накори, или кто-нибудь еще может включиться. Но, скорее всего, здесь все очевидно. Это три гонщика будут бороться за чемпионство. Нику, Алвеш и Накори, они имеют ближайшие очки. Но вот в данный момент, конечно, Нику и Алвеш идут очень плотно, 6 очков, это почти ничего. Каждая ошибка стоит очков, каждая ошибка может стоить чемпионства, поэтому я думаю, что напряжение у ребят большое, хоть они, возможно, это и не показывают, но в душе они понимают, что если они ошибутся, то вполне вероятно гонка и чемпионат для них будет просто закончена. Поэтому им нужно максимально сконцентрироваться, выжать все. Но сейчас квалификация номер 1, сейчас можно просто показать какое-то время. Я напоминаю, что компьютерный интеллект AI не самый мощный, поэтому в первом сегменте можно спокойно действовать, не сильно жать, просто познакомиться с трассой, почувствовать машину, как я уже сказал. Поэтому будем сейчас смотреть на время. У ребят выходной круг, поэтому только начинаем. Давай смотреть на время. Разработчики вечно присылают какие-то обновления, мелкие, не мелкие, но они до сих пор не починили вот этот баг, когда AI просто останавливается посередине трека и загораживает просто проезд. И при этом они получают штрафы, при этом, если ты их заденешь, ты получаешь сам штраф, что, в принципе, на самом деле очень тупо и как-то даже мешает. Ну, реально уже надоело. Постоянно какие-то обновления, и там меняют раскраски. Ну, почините это, почему это до сих пор не затронуто? Но у нас квалификация 1 завершилась. Алвеш, Нику, Матадор Тибаду и Эзеркит. Все ребята прошли. Накори показал самое худшее время, но он и не старался. 1.33 это далеко не идеально. Поэтому в квалификации 2 мы увидим уже какую-то стратегию. Мы уже увидим более-менее какое-то приближенное время. А в квалификации 3 я думаю, что все пройдут без проблем. Мы уже увидим настоящее время и настоящую борьбу между Макларенами, между Феррари, между Альфа-Ромео. Давай смотреть, что будет в квалификации 2. Посмотрим, какие шины выберут пилоты. Я склоняюсь к тому, что Накори выберет альтернативную стратегию желтыми шинами. Я не знаю почему, но он очень сильно их любит. А все остальные возьмут софт. Ну что гадать, давай смотреть, что будет дальше. Честно говоря, я очень удивился, что Алвеш выезжает на желтой резине, потому что он эту стратегию редко использовал. Но, может быть, он что-то посмотрел, может быть, он договорился со своим напарником, потому что Накори выезжает на желтой резине тоже, Эзеркит выезжает на желтой резине тоже, только Нику Сергеев и, может быть, Бибой еще на выходном круге, но нам его не показывают на софте. Но Нику, как всегда, он не действует ни по какой альтернативной стратегии, все делает очень консервативно. Но это можно понять, на самом деле обе тактики могут оказаться как удачными, как и неудачными. Поэтому гадать точно не стоит, просто приятно видеть, что люди пытаются применить какие-то тактики для того, чтобы оказаться впереди, и это интересно, сработает ли. У нас сейчас боевой круг от Ника, он мчит на всех парах, и по секрету я вам скажу, что перед тем, как мы поехали во Францию, тренируясь, он сказал, что Гран-при будет ужасно скучным из-за того, что здесь очень много прямых, здесь ужасно нудные повороты, и со временем это все очень сильно надоедает. Но посмотрим, сбудется ли его предсказание насчет Гран-при, но для меня Франция одна из моих любимых треков, потому что, ну, при хорошей машине здесь довольно просто, но, опять же, особенность этой конфигурации трассы в том, что очень и очень легко получить штрафы. Я думаю, что вполне вероятно, кто получит больше всего штрафов, тот тактически проиграет. Задача максимально минимизировать потери.
1:32, 2:65. What a lap, man! Нику ставит 1:32, великолепное время, он сразу выходит, очень уверенный в себе молодой человек. Но я продолжу свою мысль. Вполне возможно, мы увидим борьбу из трех машин, когда будет борьба просто в секундах. Если кто-то срежет поворот, то получит 3 секунды. Первое предупреждение. Второе — это 6. И если 3 секунды можно как-то нивелировать, то уже 6 — это очень и очень много. Соответственно, в этом самом повороте, в первом секторе, очень легко срезать. И компьютер с радостью будет засчитывать тебе срез. Это нужно всегда принимать во внимание. Всегда нужно держать в уме. Хотя мы видели в Сочи, что реального темпа Альфа-Ромео не хватает. Макларен был гораздо быстрее. Мы нисколько не сомневаемся в способностях Нико. Он это доказал, что он может быть очень и очень быстрым и, самое главное, стабильным. Но реально тут дело в машине. А здесь, в Сочи, очень много прямых. Мы знаем, какие проблемы у Нико были с аккумулятором. Возможно, ему придется его использовать гораздо меньше здесь. И использовать исключительно на прямой. Может быть, первый, может быть, на который он сейчас едет, точнее не он, а Эзеркит. Вот, поэтому здесь очень и очень сложно на самом деле что-то думать. Радаров со скоростью я пока не видел, чтобы определить, кто занимает первое место, кто занимает второе. Интересно просто сравнить максимальную скорость между моторами Ferrari и между моторами Mercedes. Есть ли существенная разница? Но, как я уже сказал, в лошадиных силах она действительно есть. Квалификация номер 2 завершилась, и у нас сенсация. Бибой Кита не проходит в третий сегмент, он занимает 12 место на Феррари. Он показал ужасное время. Я не знаю, в чем причина, потому что ассисты ему помогают. Руль вроде он крутит, но никак не смог попасть в третий сегмент, при том, что реально очень плохое время. Ребята на пару секунд быстрее. И это, честно говоря, меня очень удивило, потому что Бибой, в принципе, неплохо ехал в Канаде. Он не то, что неплохо ехал в Канаде, он приехал вторым и, в принципе, держал очень и очень знатный темп. Здесь что произошло, ну, только одному ему известно. Это квалификация 3, это Нико, его боевой круг, это клатч-тайм, время максимальной концентрации и скорости, а также время для таких вот маневров, которые помогают немного, ну как немного, срезать поворот и выиграть для себя время. Я понимаю, почему пилоты так делают, когда на кону стоят довольно большие деньги, то не только Нико так делает, это делает абсолютно каждый пилот, но на самом деле я никак это не буду комментировать, потому что я разрешаю это делать. Если ты хочешь поставить время, делай все максимально допустимое, что позволяет компьютер. Я установил правила, соблюдай их, пожалуйста, гони и показывай время. У нас сейчас все на трассе, выходной круг только у Матадора, Тибаду и на Коре, а все остальные на боевых кругах. То есть мы сейчас узнаем уже первое время, и интересно, поедет ли Нико на второй круг, побьет ли он время, которое он поставил во втором сегменте, и побьет ли Алвеш в принципе время Нико, потому что, честно говоря, Алвеш может быть очень и очень быстрым, он это показывал, но в то же время он может быть очень и очень ранимым молодым человеком. Нико сейчас на финишной прямой, и мы узнаем его время. Это будет 1:32 356. Он не бьет свое время со второго сегмента, но он ошибся. И посмотрим во втором круге, сможет ли он что-то исправить, хватит ли ему сил, хватит ли ему заряда аккумулятора. Поэтому... А это 1:32 196. Алвеш бьет время Нико, и он бьет время Нико, которое было во втором сегменте. Это очень сильный результат. Посмотрим, сможет ли ответить Нико. Это очень и очень интересно. Блин, что за борьба? No, Alves, tell me, it's the second race when you make a crazy time. Сейчас я у Алвеша спрашиваю, в чем дело, что с тобой случилось, потому что вторую гонку подряд ты показываешь невероятное время. Мы помним Сочи, мы видим сейчас, буквально он раскрыл крылья и показал невероятное какое-то время на своем Макларене. Мы еще не видим время на Коре, но пока что я не вижу, как Нико может, и самое главное, чем ответить на это время, потому что это очень быстро, плюс мотор Mercedes, плюс, ну, Макларен, шасси, аэродинамика, все это, конечно, учитывается. Никаких оправданий, просто это факт. И у меня нет никакой телеметрии в данный момент. Я не знаю, улучшает ли Нико или нет, но знаю точно, что это время заставило его попадить, это точно. И на Коре бьет время Алвеш, он ставит 1:32 106. Просто невероятно, что делает Макларен. Просто невероятно, что делают два пилота. Макларена и Нико ныряет в боксы. Я прям чувствую это напряжение в воздухе. И он будет ставить себе новый комплект, наверное, да, если у него есть.
Возможно, он просто хочет перевести дух и собраться с последними силами и показать время. У нас перед глазами Матадор Тибадо, но я просто до сих пор в шоке, что творит Макларен, честно. But oh, you actually P4? В принципе, для себя Матадор Тибадо показал неплохое время. Конечно, он сейчас в первом повороте ошибается, но вполне возможно, он сможет отыграть время. У него все-таки Мерседес. Я напоминаю, что только один пилот не прошел во второй сегмент, точнее в третий. Это Бибой Кита. Он зато будет стартовать на свежей резине. Возможно, это как-то для него сыграет, потому что он на Феррари. Но, опять же, он будет стартовать, по-моему, с 12-й позиции. Это довольно далеко. И в это время Макларена, то есть, если он хочет бороться за подиум, то ему почти нереально, я думаю, уже. Нику на боевом круге, у него остался всего один поворот перед финишной прямой. У меня нет никакой телеметрии, я не знаю, улучшает ли он или нет. У нас только Матадор Тибадо вышел, но его время полностью устраивает. Итак, Нику не улучшает свое время. Я не знаю, пойдет ли он на еще один круг, но в данный момент выглядит все следующим образом. На Кори, Алвеш, Нику, Матадор Тибадо. Скорее всего, уже шины у Нику подушли, и тут очень и очень непросто будет ему, на самом деле, что-то показать. Он уже ошибается, я думаю, что уже нет никакого смысла ехать, потому что, да, скорее всего, он просто сейчас выйдет, да, он вышел. Вот такое время Нику показал, 3-я позиция. Я думаю, что он очень сильно переживает, но ему нужно собраться и в гонке показать свой максимум. Смотрим за Эзеркидом, он будет ставить свое очередное время. На Кори, Алвеш, я пока не понимаю, едут они или нет, потому что карты у меня тоже нет перед глазами. У нас оператор был немножко не в себе, он не понимал такие вещи, что нужно показывать, чтобы лучше ориентироваться. Но в следующей гонке, может быть, он проснется и поймет, что это очень важные вещи, такие как телеметрия и карта. Квалификация 3 завершилась, группа лидеров осталась той же. На Кори, Алвеш, Нику, Матадор Тибадо, Эзеркид. Посмотри, насколько близко друг к другу Макларен сейчас находится. У них очень и очень маленькая разница во времени. Они прежде всего гоняют между собой и борются между собой. Не только Нику составляет конкуренцию, но он довольно сильно подотстал. Во втором сегменте, как я уже говорил, время у него было поинтереснее, но в любом случае он остался бы на 3-й позиции. То есть ничто не изменилось бы. Хотя вполне возможно, он мог бы и улучшить. Кто его знает? Кто его знает. Мы переходим к гонке. Здесь слов абсолютно не нужно. Колоссальное напряжение. Пилоты ждут начала гонки. И гаснут огни, мы начинаем. Хороший старт у Макларена, но и Матадор Тибадо стартует очень здорово. Коле придется попотеть, чтобы защитить позицию. Очень плохой старт у Эзеркида. Вот сейчас будет первый поворот, посмотрим, что произойдет. Почти касаются друг друга Алвеш с Нику. Второй поворот действует, и как будто Алвеш просто нажимает на тормоз и пропускает Нику. Интересно, что там произошло. Хороший старт у Накори, и, соответственно, желтый флаг. Желтый флаг, смотрим, что произошло. Эзеркид перед нами. Эзеркида разворачивает. Боты разворачивают Эзеркида. Что происходит? Авария. Феттель просто куда-то в космос улетает. Эзеркид тоже где-то там непонятно где. И просто вся нижняя группа тормозит. Соответственно, с 1 по 9 позиции пилоты просто уезжают. Что за безумный старт получился? Пилоты нижней части таблицы соревнуются с друг другом, пилоты верхней части таблицы соревнуются с друг другом буквально насмерть. А что самое интересное, между двумя Макларенами сейчас находится Альфа-Ромео, и это Нику. И посмотрим, сможет ли он атаковать на Коре. Сейчас видно, что на Коре очень сильно нервничает, он режет угол, и на прямой у него есть, безусловно, преимущество в моторе. Но самое важное для Нику сейчас находиться в зоне слипстрима, в зоне ДРС. Его никак нельзя отпускать на Коре, если он хочет бороться. Но позади него Алвеш, который также на Макларене, который также очень быстро и который также очень близко к Нику. Это безумие. Онборд Эзеркида перед нами, спереди него Матадор Тибадо. Он был участником того замеса тоже. Этот парень просто безумец. Он обгоняет двоих по внешней стороне, срубает все ограждения. Он летит как торпеда. Видимо, парень просто сошел с ума. Хорошо, что здесь нет стен, потому что иначе он бы уже был в ней. Но у него отличная машина, и догнать Окона, Алонсо, Цунода вообще не составит труда. Только вот вопрос в том, насколько стабильно он поедет эти 27 кругов. Если он на первом кругу уже пережил такой уровень стресса, то интересно, что будет дальше. На Коре ставят лучшее время 1.41.570. Интересно посмотреть, что происходит между этой троицей. Но у нас оператор смотрит абсолютно за другими пилотами. Стардиш, превышение скорости на питлейне добавлено 5 секунд. Ребята, это только второй круг. Перед нами спрогнозируемая стратегия гонки. Это soft, medium, medium, либо soft, medium, hard. Я склоняюсь к тому, что Коля выберет первый вариант, потому что в таких поворотах, как эти, например, нужно максимальная липучесть шин, если так можно выразиться. И мы уже видим, что на Коре отрывается, а на 2 отрезка medium вполне хватит. То есть soft, понятное дело, уйдет довольно быстро, а medium поживет. Это точно.
Очень плотно едут на коре Нику и Алвеш. Тут одна ошибка может стоить позиции, а чтобы позицию забрать обратно, нужно безупречно ехать, просто безупречно, без единой ошибки. Но, как мы знаем, здесь можно и срезать, как мы знаем, здесь можно пережать газ. И вполне возможно, кто-то из Макларена, вполне возможно, это Нику, может ошибиться. И прямо сейчас Нику ошибается, он ловит машину и, наверное, на коре выйдет из этой секунды. Да, 100%. Сейчас зона ДРС, сейчас Алвеш сможет атаковать Нику, а на коре ехать спокойно. Мы смотрим сейчас за крылом, да, крыло открыто. И сейчас мы увидим атаку в исполнении Алвеша. Он сближается с Нику. Нику будет закрывать внутреннюю траекторию. Да, это опасное вождение, чуть ли не авария. И Алвеш в итоге оказывается во внутренней траектории, более выгодной для него. И он выигрывает позицию от Нику. Нику сам ошибился. Нику сам облатился за свою ошибку. И чуть ли не произошла авария. Это было просто безумие, очередное безумие в гонке. Я просто не представляю, что сейчас чувствует Нику, потому что он ошибся, его обогнал Макларен, и он понимает, что Макларен безумно быстрый, он понимает, что ему делать ошибки абсолютно точно нельзя. Но, в принципе, он неплохо входит в поворот, ему нужно выйти из поворота довольно неплохо тоже, чтобы быть в этой самой секунде. Интересно, что будет на прямой, я просто в предвкушении. Ребята, я даже не представляю, что чувствуют пилоты, какое напряжение они ощущают, потому что, когда ты гоняешь в карьере, это одно, когда ты гоняешь в реальном чемпионате за реальные деньги, это совершенно другое. Коля ныряет в пит-стоп, он делает андеркат всем, абсолютно всей первой группе. Это интересное решение, потому что мы видели прогноз, это 6-7 круг, если мне память не изменяет. Нику ныряет раньше, возможно, ему подсказал Джефф, потому что шины ушли из-за этой борьбы. Мы видим, насколько хорошо справляются с медиумом 2 Макларена. Они еще не были на питлейне, что логично. Позади них Бибой. На своих шинах, которых он стартовал, он не был на питлейне. Азеркид позади тоже не был на питлейне. И уже далее 5-е место Нику Сергеев. Не знаю, видели ли мы сражение между Альфа-Ромео. Я знаю, что 2 пилота между собой нормально ладят. И это интересно, потому что мы еще не видели в этом сезоне ни одного сражения между ними. Все какие-то проблемы были у Азеркида. То разворачивает, то проблемы с машиной, то какие-то еще неприятности. Честно говоря, мне хотелось бы увидеть его на более высоких местах, потому что пилот он довольно талантливый. И, конечно, не везет в первом сезоне дипломат F1 Championship. Мы видим, что пришло время для смены медиума. Макларен вместе с Алвешем ныряют в пит-стоп. Я думаю, что Азеркид пытается сохранить ДРС на прямой для Нику, чтобы тот вышел, соответственно, с открытым крылом. И я думаю, что Азеркид нырнет на пит-стоп. Да, именно это и происходит. Он нарушает все границы, но это нормально, это ничего страшного. И сейчас откроется крыло у Нику. Сейчас он может с более высокой скоростью пройти эту прямую и уже, соответственно, быть на 4-й или 3-й позиции. Мне кажется, все-таки на 3-й. Да, Алвеш довольно-таки далеко выезжает, несмотря на то, что он был на пит-стопе. Это очень и очень прискорбно для Нику, потому что за счет андерката он должен был выиграть эту позицию, но в итоге он даже потерял. Пока ситуация мне напоминает Сочи. 2 Макларена едут очень здорово, очень стабильно и быстро. Nico almost crashed. What a save right now. Oh my goodness. Нику позади них. Я не знаю, за счет чего он может, честно говоря, догнать их, за счет ошибок, но как сделать ошибки, если мы видим, как быстр был Макларен в Сочи, как быстр сейчас, 10 кругов идеальной езды. Нику даже делает ошибки, это понятно, и нервы, и усталость. В средней группе сейчас борется Азеркид, ему добавили штраф 3 секунды топа. Что я говорил? Он делает ошибку, он врезается в Леклера. Какая ужасная ошибка у Азеркида. Он становится 17-м, плюс 3 секунды штрафа. Что ж такое с тобой, Азеркид? Скажи мне, дружище, ты не можешь стабильно ехать. Что не так? Я не знаю, Альфа-Ромео для него какое-то проклятие, потому что каждая гонка у него какое-то происшествие. Это Матадор Тибаду. Это опасная езда. Он просто убивает кого-то. Это 5 секунд дополнительно. Он врезался с Азеркидом. Господи, боже мой. Азеркид только что получил 3 секунды штрафа, только что потерял позиции и врезался на полной скорости в Матадора Тибада, который перегородил дорогу. Ему что происходит? Я только что говорил про проклятие. Что это, если не это проклятие? Ребята, честно, я не знаю, это у меня просто нет слов. Ему меняют крылья, ему должны машину новую сейчас подогнать, а это убрать и на свалку отвезти. Это очень и очень прискорбно для него. И также прискорбно для Матадора Тибаду, потому что он 17-й, у него 5 секунд штрафа. И я не понимаю, как он мог перегородить дорогу, честно говоря. Я просто это понять не могу. И активирована виртуальная машина безопасности. Я сейчас объясню, что это. Каждый участник должен держать дистанцию, которая была до этого самого желтого флага. Так что никто ничего не выиграет, что очень печально, опять же, для Азеркида. Он на 20-м месте, у него медиум. Я не знаю, был ли Матадор Тибаду на питлейне. Скорее всего, не был, потому что он как был 17-м, так и остался. И я не знаю, как у него машина, в принципе, осталась жива. Потому что он улетел куда-то туда, в небеса, как самолет. У нас в Сочи был полет на коре, сейчас у нас полет Матадора Тибада. Что будет в Австрии, только одному богу известно.
Виртуальная машина безопасности ушла, и как бы не появилась машина безопасности настоящая, потому что Матадор Тибадо атакует в заднюю часть Николаса Латифи, и он его проходит. Грязно, но проходит. Я не знаю, что сейчас в голове Матадора Тибадо, и он врезается в стену. Я говорил, не было стен на первых, вторых, третьих секторах. Он нашел свою стену, и он в нее влетел. Я не понимаю, что творится в голове этого молодого человека. Это не спортивное поведение, я это не одобряю. Ну что ж, это его выбор. Он теряет, соответственно, свои очки и отдает всем позицию. Я думаю, что сейчас появится машина безопасности, и я думаю, что это время, когда Накори должен нырнуть в пит-стоп. Прямо сейчас, прямо в этот момент. Но если он нырнет, то он потеряет очень много позиций, поэтому он проиграл с этим, это точно. Я ошибался, Накори выходит в итоге вторым. Он поставил себе хард, и с этим хардом он поедет до конца. Алвеш на софте 3 круга, у него еще осталось много-много кругов. Алвеш 100% заедет на питлейн еще, и, соответственно, Накори эту позицию заберет себе. Коли же на мидиуме 5 кругов, я думаю, что вполне реально доехать на мидиуме до конца. Но неизвестно, как оно что будет на самом деле. И вполне вероятно, Коля нырнет за софтом уже в более поздних кругах. Но это, честно говоря, очень интересно. Это настоящие шахматы. Но, на мой взгляд, самый выигрышный вариант сейчас у Накори именно с хардами. И позади них Бибой Кита, он же Авек, поставил себе софт. Я, честно говоря, не знаю, чем он думал, потому что на софте он до конца никогда в жизни не доедет. Самый выигрышный вариант — это хард, как поставил Накори. Мы видим, что Старгейш на 16-м позиции, он на пидстопе, ставит себе хард, у него 0 кругов. Эзеркит, понятно, что на мидиуме останется, у него всего лишь 1 круг, и здесь ему делать абсолютно ничего не нужно. Но очень сложно для Нику, очень сложно. Я думаю, что ему все-таки нужно было ехать за хардом. Но и, в принципе, на мидиуме можно попробовать было доехать. Но увидим только в конце правильность решения, которое он принял, оставшись на мидиуме. Это будет очень и очень непростая борьба для них. У нас возобновление гонки. Видно, что Нико стартовал лучше при зеленом флаге. Это будет атака Нико. Он ныряет вовнутрь. Он ныряет вовнутрь и обходит Накори. Накори попытается контратаковать. Блестящий маневр от Накори. Просто блестящий. Что показывает пилот Макларена? Бибой Кита обгоняет Нику. Это просто самая неудачная атака в жизни, которую совершал Нико. Он позади Бибой Кита. Он позади 2 Макларенов. Как так можно было проиграть позицию? Это просто ужас. И ошибся Накори прямо сейчас. Ошибся. У него хард. У него самые нестабильные шины на свежих софтах. Он ничего не может поставить в Феррари, и поэтому Бибой Кита сейчас будет его атаковать. Я не знаю, что сейчас Нико думает, это просто капец. В данный момент Алвешу нужно просто увеличивать отрыв от Накори, потому что у него все еще свежий софт. Накори борется с Бибоем Кита, но даже если так, Алвешу нужно нырять на питлейн, Бибою нужно будет нырять на питлейн, Накори нет. Накори может просто спокойно ехать. Понятное дело, что он сейчас будет проигрывать, но потом все это время отыграет. Для Нико очень сложная ситуация, он едет 4-м, у него вроде как средний мидиум сейчас, среднее состояние, и осталось очень много кругов, 13 кругов на мидиуме. Посмотрим, сможет ли он справиться с этим, посмотрим, сможет ли он атаковать Бибоя, посмотрим. Это очень интересно. Спасибо нашему оператору за возможность съемки с высоты птичьего полета. Мы очень сильно его благодарим за это новшество. Мы видим, насколько близко Накори, Бибой Кита и Нико Сергеев друг с другом. А тем временем Алвеш отрывается, уже отрыв 3 секунды. Конечно, ему на руку, что 3 гонщика борются друг с другом. Он этим успешно пользуется. На самом деле очень сложная ситуация для Нико. С одной стороны, у него очень средний медиум, как бы это ни звучало, да, он начинает портиться, он вроде еще и нормальный, но неизвестно, доедет ли он до конца. Это очень сложная ситуация. Для Накори все гораздо проще. У него хард, он едет до конца, Бибой Кита пытается его атаковать, Бибой Кита, я не знаю, чем он думал, так что нужно просто ждать атак, ждать ДРС, когда откроется зона, потому что пока еще недоступно, и смотреть на смену позиций. Бибой Кита ныряет в бокс, и у него был свежий софт, у него гениальный инженер, у него гениальная тактика. Вполне возможно, мы, глупцы, чего-то не понимаем, но что гадать, узнаем только в конце гонки. А сейчас плюс 1 позицию для Нико, спереди у него 2 Макларена, 2 извечных соперника. На мой взгляд, Нико будет бороться с Алвешем, потому что у них плюс-минус одинаковая стратегия. Плюс-минус. Я знаю, что Алвеш, наверное, пойдет на питлейн. Вполне возможно, Нико пойдет на питлейн. Я думаю, что он об этом думает. И вот между ними пройдет самая настоящая битва. И Коля получает 3 секунды штрафа. 3 секунды штрафа. Вот про что я говорил в самом начале нашего гран-при. Это очень важно. Накори имеет 3 секунды и Нико имеет 3 секунды.
Пока только Алвеш остается без штрафов. Я говорил, что первый сектор очень опасный на срезы. Трасса широкая, и, соответственно, каждый поворот несет в себе некую срезку. И поэтому компьютер засчитывает каждую такую попытку срезать угол. И вот мы уже имеем на Кори и Нику Сергеева со штрафами. Посмотрим насчет Алвеша. Пока вроде все у него неплохо. И я вижу, что группа людей поменяла шины. Это Шарль Леклер, это Фернандо Алонсо, это Юки Цунода, Джордж Рассел, Мазепин. Соответственно, Старгейш поднялся на 11-ю позицию. Он поедет, наверное, на софте до конца. У него все-таки 3 круга. Ну, я не понял его стратегии, честно, но пусть едет как едет. Эзеркид занимает 17 место, 2 круга харта, у него еще 3 секунды тоже штрафа есть. И у него, конечно, гонка печальная. Но он может заехать в очки, вполне возможно. Алвеш в боксах, он ставит себе медиум. На Кори поднимается на 1-ю позицию, едет себе спокойно первым до конца гонки. И Нику поднимается на 2-ю позицию, на медиум. Я думаю, что этим андеркатом Алвеш сделал все, чтобы Нику нырнул в боксы, потому что иначе Алвеш с легкостью догонит Нику. Просто с легкостью, за счет свежих шин, за счет машины. Посмотрим, что будет на следующем кругу. Отрыв, давай посмотрим, отрыв 16 секунд. Это немного. Если Коля ныряет в боксы, то он выходит 3-м, не 2-м. Да, в итоге Нику ныряет на пит-стоп, он будет ставить себе новые шины, Алвеш поднимется на позицию выше, на Кори поедет спокойно до конца гонки уже на хардах. Даже я предполагаю, что сейчас Бибой Кита обгонит Нику Сергеева, и он станет на 4-й позиции. Ну что, мы видим полнейшую доминацию от Макларена, ситуация очень похожа на Сочи, и с этим надо что-то делать. Вполне возможно, мы поедем на реалистичных характеристиках с Австрии, я напоминаю, Австрия у нас следующая гонка, и тогда мы посмотрим на 2 пилотов из Макларен, как они себя будут показывать. В итоге Нику догнал Бибоя Кита, и может быть он сейчас будет атаковать, он едет в слипстриме, он открыл свое крыло, да, он идет по внутренней траектории, это хорошая атака от Нику, самое главное чистая, и самое главное с обеих сторон чистая. Нику занимает 3-ю позицию, посмотрим, сможет ли Бибой также атаковать Нику, как Льюис Хэмилтон в Сочи, но я могу сказать следующее. Нику может больше, чем может Альфа Ромео, он выжимает все из этой машины, то есть машина не дает ему то, чего он может, но вот это проблема. Это действительно проблема. В Сингапуре вполне возможно мы вернемся в реалистичные характеристики, но в Австрии мы сделаем их равными. У нас онборд Эзеркида. Когда это так, всегда происходит в гонке что-то странное. Это Эзеркид и это Гасли. Сзади него Старкдиш, который пытается его обогнать по внутренней, который пытается его обогнать по внешней. И даже сейчас он не оставляет попыток, и он разворачивается. Старкдиш очень хороший пилот, но он ничего не может сделать с этим Редбулом. Просто ужасная гонка для него. Он был там уже раз 10 на пит-стопе. Я не знаю, сколько ему еще предстоит туда заехать. Он едет на странные стратегии, он едет странно, и это непонятно. Но в этом случае Эзеркид не развернулся. Это удивительно. 2 Макларена впереди, 2 круга остается, чтобы закончить наш Гран-при Франции. Нику Сергеев по-прежнему 3-й, 12 секунд разрыва между Алвешем. Надо сказать, должно произойти чудо. Только тогда он сможет обогнать Алвеша. Иначе держать тот темп, который держит Макларен, просто нереально. Для Бибоя Кита отличная гонка. Он провалил квалификацию, в 3-й сегмент не попал, но 4-я позиция — то, что нужно для него. Видно, что Эзеркид собрался, он уже 9-й, и Нику Сергеев получает 3 секунды к зачетному времени. Еще одни срезы, и это 6 секунд к зачетному времени. А если посмотреть в таблицу, то мы видим, Бибой Кита находится в 2 секундах от него. Соответственно, Нику лишается подиума, то есть это вместо 15 очков он получит 12. Эти 3 очка могут быть решающими в финальной гонке, то есть про что я и говорил. Алвеш в этом плане, конечно, молодец, что не срезал, это похвально, потому что мы видим, что и на Кори, и что Нику, и что Эзеркид, и Старгеш, у них всех есть штрафы. Алвеш очень уверенно в этом плане действует. Ну и вот она, финишная прямая. Блестящая езда 2 пилотов Макларена. Победа отправляется на Кори. Я его поздравляю. Отлично. Отличная гонка от него. Что Алвеш, что на Кори. 2 пилота Макларен просто великолепно действуют. 2 гран-при подряд. Нику Сергеев не лучшее гран-при, честно сказать, не лучшее. Хоть и 3-е место, но штрафы его сместят на 4-ю позицию. Мы сейчас смотрим за Эзеркидом, смотрим за Старком Дишем, посмотрим, что произойдет между ними. И Старкдиш не оставляет возможности обогнать Эзеркида. У них всю гонку была борьба. Я прям чувствую в воздухе. У них не то что борьба, у них настоящая вражда. Посмотрим, чем завершится. Еще пару поворотов до конца. Это очень интересно, потому что, я думаю, будет реально авария или что-то очень серьезное. Попытка протаранить сейчас Старкдиш. Что делает Старкдиш? Разворачивается. Старкдиш теряет всю позицию. И Эзеркид 8-й. Старкдиш даже в очки не попадает. Что за гонка была? Что за гонка? Боже мой. Но даже так у Эзеркида
лазерки, да очень много штрафов. Ребята, я просто выдохся. Я надеюсь, вам было интересно смотреть Гран-при Франции. Я как будто сам проехал вместе с пилотами, все это переживал. И мы поздравляем еще раз Макларен. Это отличная гонка для них, это отличный результат. Они делают серьезный задел, особенно на Коре, потому что он был позади Алвиша, позади Нико. Сейчас ситуация конкретно изменилась. В этой таблице на Коре занимает первую позицию, у него 44 очка, у Алвиша 43, у Нику 24, но, как мы знаем, мы плюсуем еще те гран-при, которые мы проехали как бы в прошлом чемпионате. Как мы знаем, по известным обстоятельствам мне пришлось сменить аккаунт и сделать новый. Ну что, ребята, у нас следующий гран-при Австрии, я вас всех жду там, и я надеюсь, вам было интересно смотреть со мной гран-при Франции. Ребята, всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых встреч.